Людмила стояла у могилы мужа, Ивана, окруженной тишиной, нарушаемой лишь шепотом ветра. Солнце мягко освещало небольшое кладбище, играя светом на свежих цветах и венках, которые были возложены к основанию каменного надгробия. Каждая деталь казалась пронизанной болью потери, которой не удавалось избавиться даже за долгие месяцы разлуки. Людмила ощущала, как его отсутствие заполняет пространство, словно невидимый груз на ее сердце. «Как ты мог оставить меня одну?» – прошептала она, слезы скатывались по ее щекам. «Мы договорились быть вместе навсегда». Несмотря на то, что Людмила ожидала ухода Ивана, она не была готова к тому, насколько болезненно это будет. Ее слезы казались бесконечными, но вместе с тем она почувствовала некое облегчение. Страдания, которые когда-то охватывали ее целиком, теперь отошли на второй план. С каждой минутой светлое лицо Ивана становилось все менее выраженным в ее памяти, пока воздух не загустел. Холод стал ощутимее, как будто сам мир чувствовал ее горечь. Возвращение домой было настоящим испытанием. Дверь, ведущая в пустой дом, словно охраняла сокровенные тайны, которые раздавались в каждом вздохе. Каждый уголок напоминал о том, что когда-то здесь был любимый мужчина, который делил с ней радости, печали и надежды. Ее любимая книга Ивана пылилась на столе, а его рабочий стол оставался нетронутым. Подобно длинной тени тоска охватила Людмилу, угрожая поглотить ее целиком. Усталость горечи смешалась с решением. Она решила написать письмо Ивану. Это действие казалось таким простым и в то же время длительным, как будто бы это стало единственным мостом между ними. Она взяла блокнот и ручку, и ее сердце забилось быстрее от волнения. Письмо стало особенным пространством для ее любви и воспоминаний, где она могла говорить открыто. Людмила начала перечислять все моменты, которые по-прежнему поражали ее. Их смех, совместные прогулки и даже малые ссоры, когда она злилась, а он мирил ее своим добрым словом. Каждое слово, написанное ею, было наполнено чувством, которое она берегла, как драгоценный камень. В ее голове проскользнула мысль о сарае Ивана и его личном пространстве, в которое она никогда не заглядывала. Соседка Зинаида часто подшучивала над ней, намекая на то, что в сарае Ивана скрываются какие-то тайны. Эти разговоры пробуждали в Людмиле стремление узнать правду. С каждой минутой ее беспокойство росло, заполняя ее сознание мыслями о том, что могло храниться в старом, потемневшем от времени сарае. Однако после визита Зинаиды Людмила чувствовала, что ее одиночество стало еще более невыносимым. У нее в голове промелькнула мысль: почему он не доверял мне этого? Сердце сжалось, и она поняла, что должна разобраться в этом. Собравшись с мыслями, Людмила решила войти в сарай. Стоя перед дверью, она чувствовала завесу тревоги. Она надавила на ручку и осторожно отворила дверь. Внутри сарая царила полутень. Запах древесины смешивался с отдаленным ароматом бензина, оставшимся от инструментов. Людмила нуждалась в этом месте, чтобы понять своего мужа лучше. Все инструменты и удочки стояли аккуратно расставленными на полках. Каждая из них имела свою историю, которую она могла бы рассказать. Сердце Людмилы наполнилось ностальгией и грустью. Вдруг ее взгляд упал на синий чемодан в углу, закрытый амбарным замком. «Что же там?» – спросила себя Людмила и, преодолевая волнение, потянулась к нему. Когда Людмила наконец открыла чемодан, ее глазам предстала неожиданная находка. Внутри лежали игрушки, детская одежда и письма. Письма, написанные почерком Ивана, принадлежали Раисе Ивановне, о которой Людмила никогда не слышала. Чувство предательства охватило ее, когда она осознала, что у Ивана была дочь от первого брака. Каждый листок – это осколок жизни, о которой она понятия не имела. В свете этих открытий прежняя жизнь Людмилы стала представляться ей одной большой иллюзией. Ее внутренние терзания становились все более глубокими, как водоворот, затягивающий ее в бездну. Теперь Людмила понимала, что Иван долго скрывал от нее правду о Раисе. Последнее письмо было особенно тяжелым. В нем он приглашал на похороны Натальи, матери Раисы. Людмила почувствовала себя обманутой.
Она не знала, что у Ивана была еще одна семья, одна часть его жизни, скрытая от нее. Но в то же время она ощутила необходимость завершить незавершенные дела Ивана. Она решила найти Раису. Снова стоя у могилы Ивана, Людмила не могла сдержать свои слезы. Она закричала ему о своей обиде, о бессилии и о том, что никогда не стала матерью. «Почему ты не довел до конца все, что начал?» Ее голос растворялся в воздухе. Ветер уносил ее слова, словно они просто не имели значения. Собравшись с силами, Людмила решила, что должна как можно скорее найти Раису. При отсутствии других методов она начала искать информацию о ней, основываясь на адресе из письма. Прошло несколько дней, но ей не удалось найти ни единого следа. Когда она, наконец, позвонила на указанный адрес, ответил мужчина, который заявил, что не знает ни Раису, ни Наталью. Людмила не сдавалась, продолжая искать в интернете, проверяя социальные сети. Каждый новый день казался бесконечным поиском, где надежда и неуверенность переплетались между собой. Вскоре к ней на помощь пришел и Илья, младший брат Ивана. Он неожиданно появился у ее дверей и сообщил, что знает о Раисе. Людмила ощутила надежду, и Илья не понимал, почему Иван вычеркнул Раису из своей жизни, однако он быстро нашел номер Раисы и предложил Людмиле встретиться с ней. Когда Людмила встретилась с Раисой, она поняла, что та уже знала о ее существовании. Вскоре разговор стал глубоким и откровенным. Раиса, узнав о смерти Ивана, не смогла сдержать слез. Они обе начали делиться воспоминаниями об ушедшем человеке, и вскоре между ними возникло понимание. Раиса рассказывала о своем детстве, о том, как ей не хватало отца, о том, как она мечтала о том, чтобы он был рядом. Людмила делилась своими воспоминаниями о поддержке и доброте Ивана, его любви к природе и жизни в целом. Их разговор пронзил обеих. Одной потери стало слишком много. Раиса посетила Людмилу уже спустя несколько дней. Она осмотрела фотографии Ивана, размещенные на стенах, и с легкой улыбкой вспомнила о совместных мгновениях с отцом. Вскоре они пришли к пониманию, что Иван старался защитить их обеих, скрывая истины и недомолвки. Раиса спросила Людмилу, хочет ли она детей. И это напоминание о новой жизни вызвало тепло в ее сердце. Людмила, полная надежды, предложила Раисе и ее мужу переехать в загородный дом. С каждой минутой вдохновение на новую жизнь росло, и они начали готовиться к переезду. Вместе они собирали вещи, наполняя дом светом и надеждой. Однажды среди старых бумаг Людмила нашла еще одно письмо Ивана. Детальное, полное своих извинений и сожалений. Он писал о своих ошибках и о том, как хотел, чтобы Раиса и Людмила были вместе. Это письмо сплотило их с Раисой, ведь теперь они понимали, что эта связь между ними не случайна. Но вскоре пришла трагическая новость. Илья погиб, выполняя военный долг. Это горе снова покрыло их дом, как темная туча, затмевающая солнце. Раиса, несмотря на горечь утраты, решила назвать своего сына в честь Ильи. Это стало символом связи между ними, их покойными любимыми. Людмила и Раиса стали вместе воспитывать Илью-младшего, они давали ему любовь и поддержку вместе, преодолевая все трудности. Несмотря на тайны прошлого, между ними возникло крепкое единство, основанное на воспоминаниях и идеях о будущем. Каждый вечер Людмила и Раиса собирались вместе, чтобы читать письма Ивана. Они обнаружили, что в его словах скрыт поэтический талант, за которым стояла глубокая человечность письма, помогали им осознать прошлое, понять значимость того, что их связывает, и двигаться вперед. Теперь, когда ранение прошло, Людмила и Раиса создавали новую семью, полную смеха и поддержки. Вместе они продолжали писать свои собственные главы жизни, полные любви, смеха и преодоления страха. Ведь даже после потери они поняли, что жизнь продолжается, и будущее – это то, что они могут создавать сами.